Буэнос-Айрес. Доброе утро. Всем привет! Это... Ой. Ола. Это Ксения и Виктор. Мы приехали в Аргентину всего 1,5 месяца назад, но мы часто ходим за продуктами, потому что всегда готовим еду дома. В этом ролике мы расскажем о продуктах, где что можно купить, какие бывают магазины, где найти то, что почти невозможно найти, а также съездим на рынок по рекомендации местных жителей. Про продукты в Аргентине уже снято немало роликов на русском языке, а мы покажем только некоторые наблюдения из нашего личного путанного опыта, ошибок и успехов за то время, пока мы находимся здесь. Сегодня мы встали пораньше, чтобы до жары успеть съездить на рынок. Ну и вот результат. Спят. Рынок Меркадо Централь находится за пределами города. Нам ехать около часа. Порекомендовали его нам местные жители. Посмотрим, насколько там интересно. Ребят, ну мы добрались до Меркадо Централь, но если бы нам не помогли местные, которые туда же шли, не нашли бы мы это место. Честно скажу, мы здесь уже 3-й раз, и 2 раза, ну, наверное, нам не везло. Мы не могли найти, где находятся ряды торговые, поэтому в этот раз мы оставим себе на память точку на карте и разместим ее здесь, в этом видео. Мы закончили свои покупки, сейчас мы едем домой, и по итогу, что хочется сказать. Меркадо Централь – это в целом классический рынок, таких у нас в России много, только здесь он находится не в городе, а за его пределами. За килограммом картошки нет смысла ехать, только если у вас какой-то большой объем продуктов, например, на неделю или на 2 недели нужно закупиться, то да, можно здорово сэкономить, и тогда дорога будет оправдана в целом. Поэтому вот вам классная точка, приезжайте сюда, здесь много интересного, очень колоритное место, и в целом здесь приятно прогуляться, посмотреть на людей, на жизнь местного населения и почувствовать эту обстановку. Нам здесь очень понравилось, мы будем сюда периодически приезжать.
Мы пришли в сетевой магазин Кота. В Буэнос-Айресе вообще очень много сетевых супермаркетов. Небольшие и маленькие. Диа, Carrefour, Кота, Джимбо, Диско, Виталь. Устроены они так же, как и в России. Ничего удивительного. Одни больше похожи на Магнит или Пятерочки, другие по типу Ашана или, например, Метро. В Кота очень приятные цены на мясо. К тому же по вторникам и средам здесь еще и скидки по карте. Мы оформили электронные карты магазина Кота и Carrefour без ДНИ, просто по загранпаспорту. Так что если тоже хотите оформить себе такие карты, просто будьте немного настойчивее на стойке информации. В целом, если говорить про сетевые магазины, то здесь есть абсолютно все. В больших магазинах, кроме продуктов, также еще можно купить одежду, посуду, какую-то технику, ну и, в принципе, все, что нужно для дома. Мы сейчас у витрины с пивом. Первое, что надо сказать, пиво в Аргентине очень разное, вкусное. И плюс оно стоит относительно небольших денег. Но главное здесь не пиво. В Аргентине работает система по вовлечению повторно стеклянной тары. Покупатель платит, естественно, за продукт и за тару. Потом он может прийти обратно в магазин и сдать пустую тару, получив компенсацию при покупке следующей бутылки. Таким образом, он платит только за продукт. А также, наверное, хочется верить, имеет возможность сделать мир немножечко чище. В Аргентине повсюду встречаются очереди. В магазинах, на автобусных остановках, вообще в любых местах. Но, несмотря на длину очереди, вот сейчас мы находимся в магазине, такая очередь. Несмотря на ее длину, все очень спокойны, никто не кричит, никто не возмущается. И несмотря на длину, очередь идет достаточно быстро. Вот мы сейчас хотим засечь, сколько примерно уйдет времени на то, чтобы нам стать первыми. Наш эксперимент закончен. Мы стояли в очереди чуть более 9 минут всего лишь. Если вам нужны овощи и фрукты, то можно купить их в лавке. В городе очень много лавок, почти на каждом квадрате можно их встретить. И в среднем в них цены даже немного ниже, чем в магазине. Плюс здесь можно встретить надпись «Оферта». Это что-то вроде супер предложения по низкой цене. Также есть мини-опт, то есть покупка 2-3 килограммов сразу, но по более выгодной цене, чем если вы будете брать по 1 килограмму. И также часто можно идти просто по своим делам и на удачу встретить, например, сочную клубнику за какие-то небольшие деньги, и она будет продаваться прямо, не знаю, на уличной плитке или в ящике. Но на следующий день вернуться вряд ли получится и купить такую же клубнику, потому что на этом месте продавца уже не будет. Сегодня я приехал в Маррон по рекомендации одного парня из телеграм-чата, который написал, что здесь продают недорогие овощи и фрукты. Ну, во-первых, что сразу бросается в глаза, что это действительно очень выгодно. Здесь огромная очередь, которая тянется далеко вдоль дома. Ну и да, я ее тоже отстаю, но сейчас я хочу показать, какие же все-таки здесь цены. Смотрите, например, персики 249 песо за килограмм. Виноград черный 249. Груша 169. Помидоры, ну не знаю, качество, 89 за килограмм. Яблоки, они очень дорогие в Буэнос-Айресе. Здесь они
по 200 за килограмм. Выбрать здесь самому, как в других лавках, не дают. Ты просто говоришь, что тебе нужно, и тебе это продают. Здесь часто можно встретить вот такие тележки. В России тоже есть похожие сумки на колесах, но в основном ими пользуются пенсионеры. Тут же их катают люди всех возрастов. Во-первых, потому что это супер удобно, не надо надрывать руки пакетами. Во-вторых, здесь очень удобные тротуары со спусками. Приехали в Чайнатаун. Говорят, что здесь можно найти вещи и продукты, в том числе, которых нет, например, в Коте или в Карифуре. Это зеленая гречка, например, самый популярный продукт, за которым всегда едут. А также морепродукты и рыба. Мы пока там не ходили, сейчас вместе давайте прогуляемся и посмотрим, так ли это. Мы недавно готовили оливье и хотели его сделать по классическому рецепту, но мы не нашли соленых огурцов. Ну, ни в одном сетевом магазине, ни в Кото, ни в Карифуре. Ну, пришлось добавлять зеленые оливки. А вот здесь, в Чайнатауне, мы нашли зеленые огурчики маринованные. Так что теперь оливье у нас будет по классике. Ну и что это ты держишь в руках? Зеленый гречка. А как же ее есть? Кстати, цена 870 песо за килограмм. То есть примерно 200 рублей за килограмм. Получается даже, по-моему, дешевле, чем в России сейчас. Ну, ее надо, что, ее надо жарить, да? Вообще ее можно есть и так, можно и пожарить, и она будет как обычная наша гречка. На сковородке жарится, как семечки сырые. Получается обычная гречка. Попробуем.
завершение скажем, что в Аргентине в целом нет проблем с продуктами. Всего в достатке и качество отличное. Да простят нас вегетарианцы, но мясо здесь потрясающее. Мы ели немало стейков, но таких вкусных, как здесь, мы не ели нигде. Морепродукты и рыбы здесь не так много, но все найдется, так что нет проблем с этим тоже. Овощи и фрукты очень вкусные. Алкоголь в целом дешевле, чем в России, а про аргентинское вино вообще нужно снимать отдельный ролик. Оно здесь очень доступное и, на наш взгляд, выше всяких похвал. Да, есть также и молочные продукты здесь в большом количестве. Возможно, вы не найдете здесь кисломолочку на полках магазинов, там кефир или творог, но есть аналоги, которыми можно это все заменить. А если очень хочется кисломолочки, то сейчас в Фейсбуке, там, на других ресурсах много очень объявлений о том, что это можно купить, то есть с рук. По поводу цен, в среднем, наверное, это 30-40% это не дешевле, чем в России, но, наверное, так рассуждать неправильно, а важно отталкиваться от своего дохода, сколько ты зарабатываешь и что ты можешь себе позволить. Вот, собственно, такой ролик у нас сегодня получился. Мы надеемся, что вам понравилось, и мы новички в этом деле, поэтому нам очень важна ваша обратная связь. Напишите нам комментарий, поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Пока.